Друзья, добрый день или добрый вечер. Прямо сейчас где-то на другом конце планеты очаровательные люди из Universal Audio проводят launch-event, то есть мероприятие запуска новых девайсов. Забавно видеть, что эти девайсы прямо сейчас лежат у меня на столе, и мы с вами именно сейчас о них поговорим. О том, как они устроены, что появилось нового, как они упакованы. Даже сделаем, вклейку с того момента, как я распаковываю эти девайсы, потому что некоторые из вас, и я в том числе, любим посмотреть, как распаковываются новые игрушки. В общем, анбоксинг будет. В первую очередь, это представитель обновленной линейки Twin, которая теперь называется Twin X. У меня на обзорном столе сегодня Apollo Twin X Duo. В этой линейке немножечко изменился состав. Если раньше в Apollo Twin Mark II у нас с вами были Apollo Twin Solo, Apollo Twin Duo и Twin Quad, то сейчас Apollo Twin Solo был упразднен, Mark II. И в линейке Twin X у нас есть только Apollo Twin Duo и Twin Quad, то есть версия с 2 DSP на борту и с 4 DSP на борту. Речь идет о процессорах сигнальной обработки, которые используются в интерфейсах UAD. Я думаю, что вы знаете, о чем речь. Если нет, просто погуглите или посмотрите какие-нибудь другие видео. Наверное, это логично, потому что в линейке до твинов есть интерфейс Arrow, в котором есть один DSP, и он вроде как заменяет Twin Solo. Наверное, логично. Мне кажется, это неплохо. Но теперь между Apollo Twin и рековыми Apollo появился некий промежуточный девайс, который также находится сегодня на этом столе. Это Apollo X4. Некая увеличенная версия Apollo Twin с расширенными возможностями, небольшим количеством новых функций, также 4 DSP на борту, призванный удовлетворить потребности тех из нас, кому важно иметь настольный интерфейс, но с более широкими возможностями коммутационными и так далее. Давайте посмотрим поближе. Сначала я покажу вам маленький анбоксинг. Сначала предлагаю обсудить линейку Twin X, в которой, на первый взгляд, не изменилось ничего. Но если присмотреться, то выясняется, что UAD укомплектовали новый Twin X разъемом Thunderbolt 3, который так нужен был тем, у кого уже вся система собрана на базе Thunderbolt 3, и приходилось постоянно покупать эти безумные переходники для того, чтобы все соединить в одну систему. Теперь он также работает на Thunderbolt 3, маленькое, но приятное дополнение. Внешне и функционально Twin не изменился совсем, но производители постарались максимально подтянуть качество AD и DA преобразователей под планку серии X, скажем так. Поэтому он и называется Twin X. Теперь в Twin, так же, как и в других Apollo X серии, на оцифровку работает по одному 8-канальному чипу AK5578 на 2 канала. То есть 8-канальный чип используется на 2 канала аналога цифрового преобразования, что дает довольно большой динамический диапазон и низкий уровень гармонических искажений. DA-конвертеры тоже претерпели изменения, и теперь там установлены преобразователи ESS Saber 9018S,
в конфигурации 2 8-канальных чипа на одну пару выходов, что дает нам впечатляющий динамический диапазон в 127 дБ и THD плюс Noise 118 или 117 дБ. Ну, если кому-то интересны цифры, мне, честно говоря, на них, мягко говоря, все равно. Внутрь новых девайсов установлены новые клок-генераторы, но с небольшим отличием от X-серии. Если в X-серии установлено 2 отдельных клок-генератора для высоких сэмпл-рейтов и низких сэмпл-рейтов, то и в Apollo X4, и в Twin X это один клок-генератор, но другой генератор, такой же, как установлен в Apollo X серии. На задней панели все осталось неизменно. Там по-прежнему находятся 2 комбо-разъема XLR-Jack, куда мы можем подключать микрофоны либо сигналы линейного уровня, пара мониторных выходов и пара линейных выходов, которые также могут быть использованы как выходы на альтернативную линию мониторинга. Ну а на передней панели традиционно выход для наушников и высокоумный вход для ваших любимых гитар, басов и прочего. Напоминаю, что твины, как и раньше, могут быть использованы в качестве некого подобия мониторного контроллера в связке с рековыми Apollo. Условно говоря, вы подключаете этот девайс Thunderbolt к вашей рековой системе, и он начинает управлять вашей громкостью, переключением мониторных линий, деммированием, мьютом, усилением на преампах и так далее. Таким образом, если функционально Twin почти не изменился, то наполнение и качество AD и DA преобразователя изменилось сильно в лучшую сторону. Еще производители говорят про такую забавную вещь. Не знаю, важно это или нет, но я считаю, в общем, почему бы и не рассказать об этом вам. Они изменили толкбэк-микрофон. Это, на первый взгляд, не бог весть какая коррекция, но говорят они, что там стоит очень недурной толкбэк-микрофон, который теперь в случае чего можно использовать как некий полевой вариант для того, чтобы быстро записать какую-то демку, гитарку, вокальчик и так далее. Нужно еще посмотреть и проверить на практике, насколько это действительно так, но я знаю, что такие микрофоны маленькие могут быть вполне недурными. Многие из вас наверняка имели опыт даже записи в микрофон от iPhone, чего уж говорить про микрофон, который можно поставить в десктоп-интерфейс. Для многих это не важно, но все равно, думаю, это стоит иметь в виду. А теперь время поговорить про главную новинку дня. Это Apollo X4. Новый увеличенный Apollo с расширенными возможностями. Это некий гибрид между настольным твином и рековыми Apollo X серии. Давайте поговорим о нем повнимательнее. Apollo X4, который на слитых в интернет фотографиях пару дней назад выглядит таким немножко странным и непривычным нашему глазу устройством, на самом деле на поверку, на столе и в руках оказался добротным и приятным девайсом. Наверное, это связано с тем, что когда мы смотрели на картинки в интернете, я, например, думал, что он меньше. Девайс довольно крупный, это как по размеру примерно как 1,5 Apollo Twin. Функционально передняя панель примерно такая же, как и у обычного Apollo Twin, привычного нам, но можно заметить, что все кнопки управления вынесены в левую часть, как и панель индикации. Из приятных нововведений на передней панели добавился второй высокоумный вход для инструментов, что значит, что вы можете включить гитару и бас-гитару, либо синт в 2 разных юнисон-эмуляции и так далее. У вас появилось 2 входа для инструментов, 2 выхода на наушники, что довольно полезно, потому что этого очень часто не хватало, когда нам нужно было работать рядом с клиентом и включать вторую пару наушников. Приходилось, в общем, идти на страшные, совершенно греховные поступки. Теперь этого делать не нужно, использовать какие-то разветвители и прочее. Теперь мы можем использовать 2 выхода на наушники, которые независимо контролируются. Софт, кстати, остался таким же. Единственное отличие новой версии софта, которая, кажется, промаркирована 9.10.2, это поддержка, собственно, новых интерфейсов и новая прошивка. X4 также работает на протоколе Thunderbolt 3. Сзади размещен такой коннектор. Но главное нововведение и самые полезные, в общем, для тех, кому такой девайс нужен, функции расположены, в общем-то, на задней панели устройства. В первую очередь это 4 микрофонно-линейных комбинированных входа, то есть 4 предусилителя, так же, как в рековом Apollo X8. Это позволяет быть более гибким, иметь больше возможностей, подключать больше микрофонов и так далее. Помимо этого, добавилось линейных выходов. Теперь там
пара мониторных выходов и 2 дополнительных пары линейных выходов, которые могут быть использованы в нашем сетапе более гибко, скажем так. Но произошло третье полезное чудо, о котором просили многие на Gearslats, и на русских форумах, и, в общем, в кулуарных, скажем так, беседах. Все говорили: господи, почему же нет ADAT выхода? Теперь на X4 появился ADAT выход. И, слава богу, мы можем расширить наш настольный интерфейс 8 входами и 8 выходами. По оптическому кабелю мы можем через протокол ADAT подключить 8-канальные вводное устройство и 8-канальное устройство вывода, если нам это нужно. То есть можем расширить нашу систему еще 8 входами и 8 дополнительными выходами, что позволяет этому девайсу попасть в класс уже таких, не совсем девайсов для сугубо портативного маленького сетапа, а, в общем-то, его можно сделать, такой центральным элементом сетапа для записи небольшого, миксовой комнаты, постпродакшн сьют и так далее. Само собой, 6 линейных выходов еще и позволяет использовать функцию surround мониторинга и работать в surround сетапах при помощи одного небольшого настольного девайса. Конечно, не стоит ждать, что Twin-X и Apollo X4 смогут, как и маленький Arrow, питаться от Thunderbolt 3. Они не bus-powered, они используют внешний блок питания. И вы могли обратить внимание, что стилистика, упаковка и прочее немножко изменился и блок питания у этих девайсов, но это по-прежнему внешний БП. Так же, как и предшественники, корпус приятный, ладный, обладает таким же, как и твины второго поколения, цветом и текстурой. Это похоже на сталь. В общем, какой-то приятный матовый металл. Вся индикация расположена на передней панели. И у нас на передней панели также есть 6 функциональных кнопок и 2 основных кнопки, о которых я сейчас немножко расскажу. Итак, давайте посмотрим на этот девайс, на его переднюю панель слева направо. Вы можете обратить внимание, что функции, за которые отвечают кнопки, подписаны в 2 ряда. Соответственно, при переключении режимов активируются разные функции. Когда мы находимся в режиме управления предусилителями, нам доступны, как и в привычном Racom Apollo, кнопка Input, которая переключает режимы работы канала MIG и Line, кнопка включения обрезного фильтра, кнопка включения фантомного питания, PAD, переворот полярности и Link, который связывает в стереопару 2 входа. Нажатием кнопки Preamp, расположенной слева под ручкой громкости, мы можем переключать каналы и выбирать, каким каналом предусилителя мы сейчас хотим управлять при помощи основной ручки. Когда мы переходим в режим монитор или монитор, то нам становятся доступны функции, привычные человеческому взгляду: моно, мьют и по умолчанию DIM. Если с мьютом все понятно, это выключение нашей мониторной линии. Моно включает, в общем-то, отдельная кнопочка моно, которая делает наш мониторинг монофоническим, что очень полезно. Раньше эту функцию надо было выносить на функциональную клавишу. Следующие кнопки, которые по умолчанию недоступны, но доступны в тот момент, когда мы сконфигурируем в юадовской консоли у себя в операционной системе альтернативный мониторинг и назначим функцию функциональной кнопки, нам станет доступна клавиша Alt, которая будет переключать мониторы на вторую линию, и клавиша, что значит Function, которая может быть настроена, в соответствии с пользовательскими пожеланиями. Повторное нажатие кнопки монитор переключает то, громкость какого из выходов мы контролируем. HP1, соответственно, это первый выход на наушники, HP2 это второй выход на наушники, и монитор это основная пара мониторных выходов. Надо сказать, что девайс не из легких, но и не тяжелый. Его приятно держать в руках. Он такой увесистый, минималистичный, ничего лишнего на передней панели. Он довольно тепленький. Он работает у нас уже около часа, но не кипяток. Я думаю, что это еще одна причина, по которой внутри не разместили 6 DSP. Они довольно сильно греются, и на теплообмен устройства это нехило влияет. Сзади, как я и говорил, 4 микрофонных предусилителя, 2 мониторных выхода и еще 2 дополнительных пары линейных выходов. И разъем для подключения блока питания, как мы знаем, а если мы не знаем, у настольных интерфейсов Universal Audio это разъем поворотный, что, в общем, позволяет его защитить от случайного выпадания из гнезда, как бы грустно это ни звучало. Друзья,
Именно так они выглядят. Я не думаю, что имеет смысл показывать софт и настройки. Они точно такие же, как у всех Apollo. Теперь главный вопрос. Все будут спрашивать в комментариях точно, а сколько это будет стоить. Значит, по предварительным данным, как говорят новостные агентства, в России ценовая политика будет следующая. Ориентировочно. Twin X Duo будет стоить 59 400 рублей. Twin X Quad будет стоить 93 тысячи рублей. И Apollo X4 обойдется нам с вами в 118 200 рублей. Это где-то посередине между младшим рековым Apollo и старшим твином. Вот. Друзья, на этом все. Я просто не хочу затягивать это видео, потому что я вам все сказал, все показал, все рассказал. Надеюсь, что вам было интересно и познавательно. Забавно, что мы делаем это параллельно с запуском этого девайса в Штатах, но мне эта интрига нравится. Если вам понравилось, поставьте лайк. Ради бога, напишите в комментариях вопрос, если я о чем-то вам не рассказал, и вы хотите о чем-то узнать. Если вам, в принципе, интересно, что происходит в моей звукорежиссерской жизни, подписывайтесь на мой инстаграм, он есть там внизу в описании к видео. Называется Илукашев, если мне не изменяет память. Ну, а если вы хотите себе какую-нибудь новую железку, микрофон, в общем, какой-то новый девайс в студию или ваш сетап, подписывайтесь на новый инстаграм, который называется ru_get gear. Там тоже внизу есть в описании этот аккаунт. Вы можете зайти, посмотреть. Там будут выставляться всякие новые, интересные, в том числе редкие штучки. В общем, буду вас рад видеть везде, где бы то ни было. Пишите, комментируйте. Большое спасибо, что смотрите. Скоро будет много интересных видео разных. На этом все. Большое спасибо и пока.